Привет, дорогой мигрант! Это канал Энциклопедия Мигранта. Меня зовут Макс, я рад вас приветствовать. И сегодня у нас очередное интервью. Почему очередное? Потому что, скорее всего, вышло уже интервью с Павлом. Возможно, это интервью будет впервые. Я не знаю, как Игорь смонтирует. Сегодня я рад вам представить девушку молодую, которая не так давно пересекла границу с Мексикой и сегодня любезно согласилась нам рассказать о своем пути. Меня зовут Ульяна, мне 27 лет, я из города Красноярска, Сибирь. По определенным обстоятельствам решила уехать в Америку. Ну, расскажи, как вообще тебе пришло в голову вот так взять ни с того, или ни с того, ни с сего? Может, у тебя был план какой-то, ты решила переехать в Штаты? Может, ты давно хотела, или это прям вот случилось резко, внезапно, тебе срочно нужно было по каким-то там вот... Да, у меня был план, и я его придерживалась. Я понимаю, я понимаю. Будучи в Красноярске, я еще работала, и пока работала, я собирала пакет документов, которые мне понадобятся для пересечения границы. Вот. Некоторые документы я оставила у себя дома для того, чтобы мне потом их отправили, потому что пересекать границу с ними было, так скажем, опасненько. Важное уточнение, ролик у нас записывается в феврале, я понимаю, что немного не своевременно, но как только у Ульяны выдалось время, она нам его выделила. Ты пересекала, если я не ошибаюсь, в ноябре, где-то в начале ноября. Еще 21 года, получается, то есть прошло сколько? 3 месяца примерно, 2,5-3 месяца. Тогда еще были довольно простые условия перехода, но тем не менее, как бы для истории важно понимать, как это происходило. По документам, то есть какие документы ты готовила там? Ты брала туры или ты покупала отдельно гостиницу и перелет? Как там у вас занимались медицинские карты, разрешение электронное на выезд? Мы познакомились с ребятами и договорились взять совместные туры. Вот, мы взяли туры, выбрали дату, когда полетим. Тур нам все сделал, визу, разрешение, то есть там туроператор все нам оформил. И мы уже, соответственно, паковали чемоданы, брали с собой вот загранник, распечатанные документы, которые нам предоставил туроператор, и все. И, ну вот, ребята собирали сумки, и я собирала прям чемодан. То есть, хотя у меня были переживания по поводу того, что чемодан, кто-то писал в группы, что там их выкидывают. Вот, я решила... Это неправда. Это неправда, да, потому что я уточняла этот момент, что сумки, говорят, выкидывают, все там, чемоданы выкидывают, вы, грубо говоря, остаетесь просто без вещей. Нет, на самом деле не так. Поэтому я рискнула, все-таки взяла чемодан, упаковала все вещи и все. Полетела я в Москву изначально. И уже в Москве мы встретились с ребятами, и с ребятами мы поменяли деньги в аэропорту на доллары. Вот. И уже все, готовились к перелету, к 13-часовому. Сколько у вас по деньгам вышел тур? Сколько вы потратили? Тур обошелся с одного человека 180 тысяч. Это довольно дорого. Это очень дорого. Тогда все просто летели в Мексику, и туры были просто космические, по космическим ценам. Нас было 6 человек. 6 человек. И вы держались до самого конца? До самого конца. До самого конца этой группы, я понимаю. Я очень сильно боялась, на самом деле. Еще в Москве я стала сильно переживать, потому что это ты оставляешь там 26 лет своей жизни. Да и вообще ты как бы девочка одна решилась. Страшно, да, потому что читаешь чаты, смотришь видеоролики на ютубе, потому что, ну, я прям просматривала, и в чатах круглосуточно просто сидела, ни о чем больше думать не могла. Вот, было страшно, но рискнула, поехала. И вот в Москве я очень сильно плакала, переживала и хотела на самом деле развернуться и сдаться назад, но я понимала, что назад дороги просто нет, потому что ничего хорошего
в России не ждет меня, и надо просто сделать этот шаг, поехать в аэропорт и на самолет, все. Мгм. Как тебе дался перелет? Я наслышан о твоей боязни перелета. Да, я очень сильно боялась раньше летать на самолетах. 13 часов самолета — это просто невыносимо. И еще один такой момент: я сделала перед отлетом зубы все специально в России, все, пошла к стоматологу, сделала, полечила зубки, и у меня воспалились из-за всех перелетов, из-за стресса воспалились места уколов. То есть это вообще было лететь 13 часов и не можешь взять из багажа там какие-то обезболивающие таблетки. Короче, это проблематично. И вот мы когда прилетели, ну, отвлекают игрушки, фильмы, в принципе, ты смотришь, кормили неплохо в самолете, алкоголь не предлагали. Вот, мы прилетели и уже выдохнули. То есть я когда уже прилетела в Канкун, я увидела пальмы, солнышко, и я думаю, что я на правильном пути, поэтому у меня сразу камень с души упал, и я думала, что все получится, и все получилось. Понятно. Как прошел вообще ваш проход пограничной зоны в Канкуне? Были ли какие-то сложности? Разворачивали ли людей большими пачками? Сколько вообще-то времени у вас заняло? Были какие-то эксцессы? Нас все из самолета выпускают, и мы идем на пограничный контроль. Мы достаем паспорт, все наши распечатки, которые нам предоставил туроператор. И там были несколько полос, получается, где были американцы, и было написано Москва. То есть нам надо было идти именно туда. Мы подошли, все, мы стояли очередь и уже подходили, получается, к пограничнику. И что? Он нас ничего, в принципе, не спрашивал. Он спросил, типа, что, отдыхать? Мы такие, ну да, конечно, отдыхать, солнце, классно. Вот там, видим, сигареты продаются мексиканские. Хотели бы уже выйти и покурить. Ну, это так, поржали, постояли с ним. И мексиканец этот поулыбался, такой, ну все, хорошего вам отдыха, проходите. Парочку ребят наших задержали. Именно из вашей группы? Из нашей группы, да, задержали. Им просто задавали больше вопросов, и что-то там непонятно было в одной из распечаток. Ну, видимо, просто сотрудник переработал, потому что народу было много, и поэтому... Ну вот при нас все прошли. Хотя были слухи, что говорили, что там 100 человек с самолета развернули. Да, ну их, скорее всего, просто задержали дольше в аэропорту на доп. Проверку, потом позже просто выпустили. Да. Ну мы ничего, мы спокойно прошли, хотя там сразу видно, кто зачем едет, да, приехал, понятно. да, всех сразу видно. Вот, ну и все, вышли с аэропорта спокойненько. Там я забрала свой багаж, у меня был багаж, я в Москве доплачивала за него. Спокойно забрала свой багаж, и мы поехали в отель. Нас забрал автобус, потому что туроператор предоставляет автобус, трансфер до отеля. Нас забрал трансфер, мы поехали сначала в одни отели, заехали, потом до нашего уже доехали, заселились. Прикольный басик, прикольный отель, в принципе, вообще классно. Мы покушали, пошли погуляли на пляж, посмотрели море. Вот. В Канкуне мы проторчали 3 дня. Ну, получается, почти 3 дня. На 3-й день мы уже вылетали в Тихуану. Я так понимаю, за эти 3 дня вы обзавелись сим-картами, какими-то сувенирчиками? Да. То есть... Мы, естественно, купили мы сим-карты. Мы на следующий день, после прилета, получается, мы пошли за сим-картами, купили симки. Сразу стали думать, как там, что бронировать в Тихуане отель, обратные билеты там надо купить, мы стали обо всем думать. В общем, пока мы там 3 дня всем этим занимались, подготовкой, там, симками, мы успевали еще как бы потусить. Ну и Коротко как тебе Канкун? Вообще классно, на самом деле. Море, огонь, пляжи, огонь. Мексиканцы дружелюбные? Да, ничего такого не было, вообще, как там многие говорят. А как Но, пугают опять же, картели, вот это вот все, страх весь, нету на улице? там очень много полицейских,
ездят на таких машинах с автоматами. То есть Серьезные дядьки. серьезные дядьки, да там нет ничего такого, классно. Мы попали на праздник, День мертвых, вообще было просто нереально круто. По деньгам, на самом деле, как вы отдыхаете? У нас могли потратить и там $1000, кто-то мог потратить там вообще $100 на все про все. Ну, кто там пил пиво, кушал нормально, кто экономил, вот. На третий день мы уже стали покупать билеты, До Тихуаны. Да, до Тихуаны. Мы брали и туда, и сразу обратно. Обязательно, билет. возвратный билет обязательно нужен, ребят. Потому что, ну да, будут вопросики. Вот. Мы забронировали отель. Билеты нам обошлись где-то в 20-25, по-моему, тысяч. Отель, ну мы не отель бронировали, мы забронировали дом. Мы сняли дом. С человека ушло $250, где-то $200-250 мы отдали. Это с человека за дом. Ну вот наш. На 6 человек $1250. Да. Это на сколько дней? Это на 4 дня. Дороговато. Но Надеюсь, дом прям возле хороший. Тихого океана, да, классный дом такой. И мы были далеко от границы, минут за 40, там, за час мы были от границы. Вот. Познакомились в отеле еще с ребятами. Все, кто с нами был в отеле, все летели в Тихуану. Вот. Познакомились еще с двумя парнями. И с этими парнями мы уже тоже вместе решили купить билеты. Все, они к нам присоединились, то есть мы все взяли и уже поехали. Мы сразу же в кафе собрались, в кафе все купили. Потом у нас ребята сходили и распечатали это все. И мы, получается, вызвали такси и поехали в аэропорт. Меня попросили доплатить за багаж. Ну, там вообще копейки какие-то, то есть на рубли там, ну, сколько там, 3000, может. Вы вылетали ночью или утром? Да нет, мы вот просто мы проснулись, Днем? получается, да. На третий день мы, получается, что сходили, искупались, покушали, позавтракали, потом пошли, переоделись, там помылись, опять покушали, и все заказали, вызвали такси и поехали, потому что все равно пробки до аэропорта ехать. Были ли у вас какие-то проблемы в самом аэропорту отправления? То есть, может, вас там допрашивали дополнительно, останавливали? Допрашивали меня. Только тебя? Да. В какой момент это произошло? Я доплатила за багаж. Девочка тоже, у нее была огромный чемодан. И все, мы все прошли, и уже когда в сам самолет заходить, вот этот рукав, мои ребята уже ушли, я за ними вслед, и меня останавливает человек в форме и говорит: мисс... Сердечко ёкнуло? Стоп. Честно, нет. Я думаю, что надо просто. Что тебе надо? Ну вот. И он, короче, просто меня спросил, типа, вы одна здесь отдыхаете? Я говорю, нет, у меня ребята уже прошли в самолет, мы вот в Канкуне отдыхаем, решили слетать в Тихуану, посмотреть, что там да как. И он спросил меня, он мне задал такие вопросы, кем я работаю, вот, зачем я еду в Тихуану. И повторно, несколько раз подряд он меня спрашивал, кем я работаю. То есть откуда я, кем я работаю. Я ему, я думаю, что, наверное, это какая-то проверка. Я ему ответила, кем я работаю. И, естественно, это все было на английском языке. Я ему несколько раз повторила, кем я работаю. И все, он такой говорит, хорошего отдыха вам, мисс. Проходите в самолет. И все, я уже когда зашла в самолет, ребята говорят, ты где потерялась? Я говорю, вот, меня остановили, спрашивали. В принципе, мы с ним постояли, тоже посмеялись, нормальный такой мужичок попался. Больше при мне никого не останавливали. А в самом аэропорту уже Тихуана, как вы выходили? Были ли сложности? Сколько времени это заняло? По времени, где-то на все про все ушел час. Довольно быстро. Весь полет я спала, 5 часов мы летели, в принципе, как от Красноярска до Москвы. 5 часов мы летели, я все проспала, мы приехали, приземлились, вернее, все, вышли, и там вот это вот ограждение,
надо проходить. И в этом ограждении нас туда, нам показывали, куда идти, нас завели в это ограждение, там стоит тоже такое еще одно ограждение, и там стояли уже пограничники, которые забрали у нас все документы, было куча народа, они у нас все собрали, потом подзывали, задавали тоже там вопросы, зачем, почему, куда летите, и все. Ну, у меня, допустим, ничего не спрашивали, мне просто отдали вот так документы и сказали, все, вперед, на выход, и все, мы вышли из аэропорта. То есть они не прозванивали там отели, ничего такого не было? Да нет, конечно, ничего не было, все было спокойно, то есть они просто спросили там, у наших ребят, некоторых спрашивали там, а зачем вы летите? Все, они ответили, мы там хотим посмотреть на Тихий океан. Ну, Тихий океан, так Тихий океан, добро пожаловать. И все. Ну, важно обратные билеты, просто и все. И на самом деле круто брать, вот как мы взяли дом, подальше от границы, так менее подозрительно. Ну вот, в общем-то, вы без проблем прибыли в Тихуану, я так полагаю, без особых проблем, заселились в отель, ну не в отель, в дом, В дом, да. взяли такси. А дальше? Сколько вы Таксист дней? нас привез не туда. Не туда? Ну, хотя бы не к Да. пограничникам. Нет, слава богу. Но, можно говорить на твоем канале, слава богу? Ну, хоть я атеист, но все равно можно. Короче, таксист нас привез не туда, и слава богу, что мы рядом совсем находились, просто нас не в ту точку довез. Вот. Мы дошли уже пешком. Это был целый квест, потому что хозяин этого дома оставил ключи. Там такой железный замок был, на нем такой был пин-код, который надо было вводить, и он этот пин-код присылал несколько раз, потому что они не подходили. Короче, кое-как мы достали эти ключи, кое-как мы заселились в этот дом, уже выдохнули, расслабились, слава богу, все нормально, потому что в чатах, опять же, очень сильно пугали, что в саму, когда летишь в Тихуану, то есть разворачивают пачками, что там ни слова не скажи, все подозрительные. Короче, самое главное было это вот залететь в Тихуану. Вот, и мы уже такие порадовались, пошли в магазин, закупились еды, потому что все были голодные, покушали, расположились, легли спать, и на следующий день мы проснулись и уже решили покупать машину. Ну, мы прогулялись вдоль Тихого океана, дошли до до границы. Ну да, до самой непосредственно границы с Америкой, Да, до забора. до забора с этими крутыми картиночками. Вот. Дошли, прогулялись, и все, у нас ребята потом поехали за машиной покупать машину. Сколько у вас вышло на машину? Сколько вы скидывались? Мы скидывались. Я так понимаю, у вас Получается. уже было не 6, вы же еще нашли каких-то 2 людей в Канкуне? Или они вне вашей группы были? 3 даже я обманула. Даже 3. 3 нашли? 3 людей. То есть у вас что, Вот. уже 9 человек? Да. И вот мы, получается, поехали 6 человек в одной машине и 3 в другой машине. Вот так мы ехали. Как-то непропорционально, ну ладно. Ну да. Вот. Но мы решили, вот та банда, которая у нас собралась изначально в Москве, мы едем в одной машине. Мы так решили, мы так договорились. Все. Мы скинулись на машину, вот наши 6 человек, и мы скинулись по $500. Ого, то есть это $3000 машина? 550 даже. Даже 550. $550. 3300. Неплохо. Да, Довольно дороговато. А что за машина была? этот Dodge. Dodge. Караван, наверное. Да. Dodge Караван. Да, ну, прикольно, мне понравилось, но вот когда ты уже собираешься, на самом деле я так устала, мне было так уже на все по барабану, я уже просто хотела в бордер, в детеншн, хоть куда меня просто уже, пожалуйста, я просто устала от перелетов, от вечного кипиша, потому что у нас еще был человек в группе, который трепал нам все нервы, вот, и поэтому уже просто было пофигу на все.
Ну и все, ребята съездили, купили машину, и мы решили выезжать. Так, пользовались ли вы какими-то услугами каких-то помощников, помогаторов? Ребята нашли какого-то чувака, чтобы Через кого-то он делали. помог на испанском поговорить, взять машину. Вот они этот... я знаю, кто. Вот этот чувак, который сдал нам дом, его знакомый, он решил нам помочь. То есть он приехал к нам на своей машине, забрал наших ребят, и они поехали уже смотреть тачки. И все, наша банда приехала с 2 машинами, и мы решили Сразу ехать. да, ехать. Решили ехать в 3 часа ночи. 3 часа ночи. Да. Мы легли спать. Вам кто-то посоветовал, или вы просто решили, что вот так будет логично? Может, где-то читали, какие-то чаты вам посоветовали? Или просто... Ты советовал? Может быть, и я советовал. Может быть, и я. Вот. Но в чатах пишут, чаты вообще лучше не читать, Это правда. Это правда. Лучше смотрите мои ролики, не надо чаты читать. потому что там половина вранья. Мягко сказать. Да, ну, люди по-разному реагируют на какие-то обстоятельства, по-разному смотрят на ситуацию. То есть это если даже там, когда в аэропорт, да, прилетаешь в Тихуане, допустим, там какие-то мексиканцы стоят, что-то громко разговаривают, я думаю, ну, просто люди громко разговаривают, а кто-то подумает, о, Господи, они что-то затеяли. Паранойя. Да, параноики. Поэтому чаты, кто-то писал рано утром надо ехать, кто-то пишет ночью надо ехать. Но мы вот просто коллективное решение приняли, что все, стартуем, сейчас вот спим, просыпаемся, там перекусываем и едем. В принципе, мы так и сделали. Мы поехали и решили мы ехать сначала на Атаймес, потому что там не забирают машину. Понятно. Логично. Разумно. Да. Все, мы загрузились. У нас был парень за рулем, и мы решили, у него были американские права, потому что он уже был в Америке по туристической визе, у него были американские права, но эти права уже просрочены. Вот. И он думал, что прокатит, что он покажет, но это бы прокатило. Но меня посадили вперед, рядом с ним. И мы поехали на Атаймес. Вот. Я хотела прикинуться, что я сплю, но потом решили, что наоборот будет подозрительно. Типа едем, улыбаемся и машем. Вот. Подъезжали мы уже к Атаймесу. Ребята у нас там в багажнике, кто там на полу лежит среди, ну, Dodge, большая машина. Короче, всех упаковали, все, поехали на Атаймес. Мы уже подъезжали к границе, как нас резко затормозили. Водитель показывает американские права. Стоит офицер, и он показывает на меня пальцем. Типа ты что, давай. Да, типа ты покажи свои документы. Я начинаю делать вид, что я ищу в сумке, думала, что водитель проедет эти пупырки. Вот, я пока делаю вид, что я там ищу свои документы, и он ставит конус перед нами и показывает, все, едьте назад. Водитель наш в шоке, не знает, что делать, ехать вперед или как, но уже конус стоит. Он спрашивает на панике, что делать, ехать вперед или назад. Я сама, ну, сначала, вот первый раз ты прям едешь такой испуганный, особенно спереди. Вот. И он уже начинает бить ПР резиновой этой палкой по капоту, показывать, что давайте, разворачивайтесь. И все, и что делать? Мы развернулись, и там там были пробки, дичайшие пробки, потому что все ехали туда, все просто полосы на Атаймесе были забиты. Мы кое-как развернулись назад и сразу же поехали на Сан-Исидро. Мы заплатили денег чуваку, мы заплатили... Сколько мы заплатили ему?
баксов, наверное, 30 мы заплатили. Кому заплатили? Мы заплатили парню на велосипеде, который помогал нам выбраться из этой пробки. Как бы поток тормозил. Да, он тормозил поток, и он нас вывел. Мы быстренько вырвались с этой пробочки, быстро развернулись и поехали. Мы заплатили ему денег и поехали уже на Сан-Исидро сразу же. Было принято решение меня упаковать назад, и все. Я ехала в багажнике? Да, я ехала в багажнике, как селедка. Было очень жарко, душно. Это какой уже был день твой в Мексике? 4-й, 5-й? Это был, получается, 5-й день. Могла ли ты подумать 5 дней назад, что ты будешь ехать в багажнике через границу с Мексикой? Нет. Спасибо вам. Нет, не могла, конечно. Ну и все. И вот мы едем на Сан-Исидро. Мы подъехали на заправку, чтобы выпить кофе, перекурить там, подышать и уже поменяться там местами, упаковаться. Все, мы легли, нас накрыли пледом, закидали сумками, там парень лег сзади на пол, сзади передних сидений. И водитель у нас один ехал на переднем сидении, вот, у которого вообще один? Американские права, да, он ехал один. И все, мы лежали, мы добирались до Сан-Исидро очень долго. Было уже где-то почти 5 утра, как мы поехали, уже начало светать. И то есть мы вот так лежали, мы вот высовывались из пледа, чтобы подышать, потому что было очень жарко. Наш водитель уже более-менее пободрее себя чувствовал, почему-то так более уверенно. Ну, как-то все легко было. И все, и он нам говорил: не дышите, это значит накройтесь пледом, потому что мимо ходили мексиканские. CBP-офицеры. Да, офицеры, и они заглядывали в машины. Их было очень много. Вот. И то есть, когда они подходили, были почти близко, мы накидывали плед, не дышали, и потом вот ехали вот так всю дорогу. И честно, было дикое желание уже просто выскочить из машины, потому что было мега неудобно. Все сдавливало, сумки давят, шею там клинит. Ну и все. И мы слышим голос водителя, он говорит: мы подъезжаем. И потом он говорит: мы проехали пупырки. И я думаю, да, я сейчас выйду и разомнусь. Ты только об этом думала или что? Ура? Честно, я думала только об этом. И все, и мы слышим заветные слова. Мы слышим сначала hello, офицеры. И мы слышим заветные слова: we need political asylum. Ну, наш мальчик не так сказал. Он сказал: we need political asylum. Перенервничал, наверное. Да, наш багажник начал ржать над этим. И мы вот так вот, как мертвые, встали просто из багажника. Он подал наши паспорта. А офицеры начали шутить, смеяться, говорить, что Russian people, опять эти путинские мигранты. Вот, ребят, прорвались. посмотрите, сравните потом со вторым роликом, либо с первым, насколько изменилась риторика офицеров, если в ноябре они шутили, что снова русские, путинские мигранты, ха-ха-ха, то уже второй раз, когда человек проходил в декабре, они говорили фак, опять эти русские, надоели эти русские. Поэтому сами виноваты, сами толпой наехали, поэтому не удивляйтесь, что теперь так тяжело пройти. Ну, продолжим. Ну, нас встретили очень дружелюбно, прям нам такие: мы понимаем все, что вам нужно, проезжайте, пожалуйста, на парковку, сейчас вас встретят. И все, офицер вышел, показывал нам, куда ехать. Мы подъехали, там стояли 2 девушки. Наша вторая машина тоже проехала. Наши ребята прям сзади нас были. Вот, хотя мы после Атаймеса мы просто потерялись. У нас контакт потерялся, и все. И мы думали, что они не проедут. Вот. И они сразу же за нами проскочили. То есть у нас стояли вот так 2 машины.
И все, по одному нас выводили, то есть говорили, выходите из машины, одного звали, ну вот, паспорта забрали наши, получается, и по паспорту вызывали данного человека. Долго ли вы ждали оформления на улице? Очень долго, несколько часов прям. Мы, получается, ну вот каждый человек выходил, он сдавал отпечатки пальцев, его фотографировали, и он уже проходил, тоже там рядом такой металлический столик, и там уже шнурки отрезали, там прятали багаж, пломбировали, и, получается, записывали все данные. Ну, там спрашивали, где прописан, где живешь, все эти вещи. И все, уже багаж в сторону, человеку говорили проходить, там просто бордюрина такая, просто встань там, руки за спину, просто стой. И все вот так стояли. Пока всех вот так не оформили, все вышли. У меня был спортивный костюм, я поставила свой багаж, меня спросили мой рост, вес, есть ли какие-то заболевания. Я сразу предупредила, что у меня там воспаление десен, мне нужны антибиотики, они здесь. Вот, у меня еще была справка из больницы по давлению, что давление высокое. И все, мы все стали вдоль бордюры этой, нашу машину забрали, увезли. Мы стояли просто на улице, ждали, не знали, что дальше будет происходить, как этот весь процесс, потому что, впервые, опять же, ты когда читаешь эти чаты, ты думаешь, все, капец. Но на самом деле настолько сильно устаешь, что тебе уже реально все равно. Ну и все, мы простояли на улице, было уже достаточно светло, часов 11-12, вот так. И где-то ближе к часу нас уже повели в само здание. То есть нас завели в здание, мальчиков поставили к стене, начали осматривать полностью, девочек поставили к стойке регистрации. Сразу у кого-то спрашивали поручителя, у кого-то еще не спрашивали поручителя, там есть поручитель или нет. У меня, допустим, не спросили, кто мой поручитель. После того, как нас оформили, нас завели в другой коридор, там уже были такие скамеечки, стояли металлические, кулер с водой, туалет, нам предложили покушать, нам дали печеньки, сэндвич, вода и морковка и сельдерей в таких пакетиках. Мы перекусили, мы голодные были, мы, конечно же, перекусили, сэндвич такой себе был, конечно. Вот, мы перекусили, и уже нас начали вызывать по фамилии, вызывали по фамилии. Перед этим мы, когда зашли, мы сдали багаж. Мы телефоны, все сразу в багаж положили в свой, кто с чем приехал. И мы сначала, когда заходили, нас проводили в эту комнату, мы сначала заходили в отделение багажа, нам выдали номерки такие, сказали, не теряйте, потом заберете свой багаж. Все, мы поставили багаж, и потом уже пошли на эти скамеечки, сели, покушали, и уже вызывали по фамилии. Потом мы шли за ковриком для йоги, нам выдали фольгу. Долго ли вы сидели на скамейках на этих? Где-то около часа. Довольно быстро. Довольно быстро, да. Тогда еще вообще вот только наша сидела, еще какая-то женщина с детьми и с мужем была. И все, больше никого не было. Это потом уже народ понабежал. Все, нас завели в камеру. Там уже сидело несколько человек 5-6 где-то так, девочек. В камере сразу же туалет стоит, кранчик с водой можно попить, такие металлические шконки. Все, располагайся, сиди. Ни в чем себе не отказывай. Ни в чем себе не отказывай, да. Холодно, фольга выручает. Угу. Как кормили? Ужасно. Часто, вкусно? Кормили, слушай, 3-4 раза в день кормили. Даже я столько не питаюсь. Завтрак, обед, ужин и полдник. Давали полдник, то есть там это печеньки, морковка, водичка, молочко давали. Я ничего не ела, честно.
Я ела только вот печеньки, вода, морковка и сельдерей. То есть, что давали там бургер с котлетой, буррито, что там еще давали нам, вот этот сэндвич. Буррито есть просто невозможно. У кого-то была своя диета. У кого диета, там клеили такие браслетики, да. Мне тоже наклеили браслетик, так как мне нужно было принимать таблетки. Вот, фиолетовый. Вот, у кого там гастрит, язва, там уклеили, что специальная диета, кормили там кашками, бульончики давали. И все. Ну, получше, конечно, чем остальных. Заходили просто, открывали камеру, выводили нас и вели в другое помещение, где уже выдавали нам этот сухпайок. И все. Женщин выводили отдельно, семейных выводили отдельно с детьми, мужчин самых вообще последних кормили. Сначала детей, там, ну, матерей детей, потом кто одиночки, и мужчин в самую последнюю очередь. Понятно. И сколько ты пробыла на бордере? Я пробыла 1,5 суток. 1,5 дня. Ну, это очень быстро, это, можно сказать, зашел и вышел. На одной ноге можно постоять. Да, ну вот у нас была девочка с нами в компании, с мальчиком. Они не встречаются, они не пара, но они представились как пара, и их выпустили в этот же вечер. Ну, то есть вот как мы зашли, их в 8 вечера вызвали, взяли ДНК-тест, с девочкой поговорили, ей вопросики позадавали, и все, их вечером уже увезли. Я, конечно, стрессанула по этому поводу. Вот. Потом к нам, вот вторые сутки пошли, к нам уже начали прям подваливать народ в камеру, негде было сесть. Прям запускали, и те люди, кто заходил, они говорили, что в коридоре, вот где мы сидели на этих скамеечках, что там даже люди спят, сидят, там просто на головах друг у друга. Все, нас, получается, что на вторые сутки зашел офицер, назвал мою фамилию, я вышла, у меня взяли ДНК-тест, ни одного вопроса не... То есть не было интервью на страх, ничего такого? Ничего не было, меня вообще ничего не спросили, мне просто дали, выглядит такая штучка, как пилочка, сказали вот в щеку, с другой стороны, все забрали, никакие вопросы не задавали, все, завели в камеру, и потом уже к вечеру выпустили, отдали, ну получается нас выпустили в этот же коридорчик, где скамеечки, сказали всем встать в ряд, кого выпускали вместе со мной, сказали сесть на пол, мы сели, и мы ждали свои документы, нам выдавали формы, и все, нам сказали пройти, забрать свой багаж. Мы выходили уже, и одна женщина мне сказала всего хорошего, я ей на английском сказала увидимся. И она сказала, не дай бог, типа, деточка, иди, у тебя все будет классно. Я такая, блин, ну идиотка. Ну и все, и за нами приехал автобус, нас повезли в отель. В отеле просто рай. Нас встретили такие люди шикарные, прекрасные, которые предложили нам сразу и одежду, и дали нам такой мешочек, там была расческа, дезодорант, зубная щетка, бритва, крем для рук, короче, все. Отель все самое просто необходимое. Прекрасный, да. Ну вот ребятам некоторым, ну кому нужна была одежда, тот просил одежду, действительно. Вот, сразу предложили сделать прививку, сказали, что придут к нам в комнату, возьмут тест на коронавирус. Меня спросили, буду ли я делать прививку. Я сказала, что я, скорее всего, здесь не буду делать, я еще подумаю, но, скорее всего, я сделаю ее в другом месте. Вот, потому что я еще не определилась с этим вопросом. Все, я зашла в свою комнату, свой номер,
всех селили в разные номера, ну, семейных пар вместе, меня как одиночку поселили отдельно. Был огромный просто номер, ванна, туалет, все так по-людски, плазма. То есть я там лежала, смотрела YouTube. Кормили очень много, просто кормили, наверное, раз 5-6 просто. Там ставили вот так пакетики возле двери, стучали, ты открывал, забирал пакетик, кушал. Ну, не сказать, что шикарно, но нормально, вкусно, ну, то есть лучше, чем на бордере, поэтому... Все, вот, получается, мы заселились, на следующий день пришли, взяли тест на коронавирус, все, взяли тест, покормили, из отеля никуда нельзя было выходить, естественно, можно было там, ну, кто курит, выходили по двое, курили, нет, можно по трое выходить курить, и все, получается, сказали, что у меня отрицательный тест на ковид, и все, да, там, покупаете билеты, там, на автобус, на поезд, на аэропорт, куда хотите, и все, типа, мы с вами прощаемся, вам вот там есть несколько часов, все, оформляйте, берите, мы вам поможем, то есть покупка билета. Я купила билет на автобус, вот, и передо мной были люди, которые тоже покупали билеты. В итоге у них там что-то не срасталось, и я из-за этого, грубо говоря, опоздала на свой автобус. Вот. Я позвонила своему поручителю, поручитель мой сказал: я за тобой приеду, никуда не дергайся, сними отель. И я вышла из этого отеля, со всеми попрощалась, повернула направо, там стоял другой отель, я сняла там номер, прождала до следующего дня. И за мной приехал мой поручитель уже. Забрал меня, и мы поехали в штат прекрасный Флорида. Все понятно. Ну и как ты вообще довольна тем, что ты приехала, или разочарована в этой стране, или в России было лучше и безопаснее? Как ты вообще себя ощущаешь здесь? Ну как? Конечно же, тут безопаснее. Люди все доброжелательные. Здесь нет такого, как в России. Хочу тебе сказать большое спасибо. Да, потому что этот человек меня консультировал от и до. От самых моих первых шагов до последнего. Ну прекращай так мало говорить обо мне. Ну ладно. Прекращай. Потому что, когда я только собиралась в Мексику, вышла на контакт с Максимом и говорю, мне страшно, я читаю чаты, там вот говорят то-то, 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 что там детеншн, все так страшно. Я говорю, я боюсь, я не рискну, вдруг там и по полгода люди сидят. И этот человек, он все мои шаги, он направлял меня и говорил, что не слушай никого, смотри, делай, сделай вот так, лучше сделать вот так, а говорить то есть вплоть до того, что мне говорить. Я ехала подготовлена полностью, благодаря этому человеку. Спасибо. Спасибо за отзыв. С нуля. Ну, какие планы? Что ты собираешься делать в Америке? Что ты видишь? Каким ты видишь свое будущее здесь? Я хочу получить документы в первую очередь. Это важный момент, документы, да. И уже развивать свой бизнес здесь. Я хочу открыть кафе. Кафе. Это хорошо. Кафе, да. Вот. В дальнейшем, будущем, план такой: переехать куда-нибудь в Малибу. Может быть, даже хотелось бы отучиться здесь, получить профессию психолога. Встретить Райана Гослинга. Да. Или Тома Харди. Тома Харди. Ну, например. Да нет, хочется вообще посмотреть. Во-первых, нужно учить язык, потому что когда ты живешь в России, ты думаешь, блин, ну я неплохо знаю английский язык, а потом ты приезжаешь сюда, и, блин, я плохо знаю язык. Надо практиковаться.
практика очень сильно нужна. Вот, потому что без языка, ну, тут у тебя просто нет вариантов, тебе нужен язык, чтобы хотя бы еду заказать в кафе. Вот. Ну, хочется везде побывать, посмотреть, попутешествовать по Америке, познакомиться с культурой, потому что еще все равно все в новинку абсолютно. Ты удивляешься от всего здесь, вплоть от того, что там на заправках есть скраб для рук. Для меня это было удивление. Ну, в смысле, бесплатный в туалетах? Да. На заправках есть автобусы, которые тебя могут довести. Отношение здесь такое, где ты при входе в магазин, тебе все желают хорошего дня, спрашивают, как у тебя дела, желают хорошего дня, прощаются с тобой. То есть пропускают тебя везде, проходите там. Если ты хочешь что-то спросить, спрашиваешь тебе, ну вот, меня спрашивают, как относятся здесь к русским. Хорошо здесь относятся к русским, доброжелательно. Американцы любезные, улыбчивые люди. Классно здесь, не хочу назад. Ну и не надо. И давай напоследок, что бы ты хотела посоветовать людям, которые тоже хотят пройти этот путь, как и ты, возможно, тоже где-нибудь молодая девушка сидит там в Твери и думает, хочу уехать в Америку, и у меня есть на это основание, мне угрожает опасность. Слушайте, ну если есть основания, если действительно угрожает, там власти преследуют по религиозным убеждениям каким-то, то, ну, это не так страшно. Ну, если вы выбрали такой путь, как через Мексику, то нужно просто упаковать свой там рюкзачок и поехать. Просто сделать это. Потому что я изначально, когда ехала, я была готова ко всему. Мне было очень дико страшно, потому что я сам по себе человек, я комнатный цветочек, я привык жить в своей там зоне комфорта, и все, меня ничего не колышет. И тут вот так вот взять, рискнуть, поменять все в своей жизни, ну это не про меня, но я это сделала. Опять же, у меня были на то причины так сделать, я это сделала. Угрожает опасность, берешь, собираешь вещи и вперед. Я была готова даже к детеншену. Думаю, ну, если так, то так. Ну, а что делать еще дальше? Как бы, ну, там уже дальше адвокат, там, под залог, выход. Будем решать проблему по мере ее поступления, поэтому чего бояться? Берешь, делаешь. Но мы на самом деле очень легко пролетели. Ну да, вам повезло. Вы Нам повезло. Последнее в открытое окошко залетели, когда еще все было так. Да. Хорошо. Сколько обошелся полностью весь твой путь через Мексику, вот от и до, с билетами, с отелями, с машиной, совсем-совсем? $6000 обошлось это все. Ну, потому что можно уехать дешевле, можно купить тур дешевле, сейчас они еще дешевле. То есть я улетала за 180 на человека, сейчас летят там и 50, и 60 тысяч туры стоят. То есть я попала в то время, когда был высокий ценник вообще на все. Ну вот у меня путь с Красноярска до Москвы, с Москвы до Канкуна. То есть это еще до Москвы надо билет купить, собрать там нужный пакет документов. Я еще переезжала со своей квартиры, мне еще переезд обошелся, там стал в копеечку, все это по мелочи. Ну, плюс в Канкуне. Кто-то прилетает в Канкун, он на следующий день или даже в этот же день летит там в Тихуану. Как мы сделали, мы еще и отдыхали. Мы там ходили на пляж, пили коктейльчики, кушали вкусненько, поэтому $6000. Где-то $6000. Ну, нормально, средний как бы чек 5-6, как, в общем-то, я и говорил в роликах, так что в очередной раз подтверждает. Ну, в общем-то, я эти цифры не с потолка брал, а из опыта. В общем, Ульяна, спасибо еще раз, спасибо тебе за твое время. Тебе. Спасибо тебе, дорогой зритель, что уделил на нас тоже время. Пока-пока.